Пригласил меня как-то дружок закадычный в поход в тайгу. Мы хоть и живем в одном городе, но не виделись уже лет 5 точно. Все некогда, у каждого дела проблемы. Суета, семья, детишки, работа. Отдохнуть нормально времени нет. Мало того, что сами давно не виделись, так еще в тайге давненько не были. Хотелось не только порыбачить, но и вдоволь пообщаться, поделиться последними новостями. А место у нас красивое, заповедное. Кругом тайга, на сотни километров реки, берега скалистые и озера. Выбрали место на карте по наводке знакомых охотников на берегу реки недалеко от города, примерно 200 километров. И деревня совсем рядом, если что, можно будет на ночлег попроситься или от непогоды укрыться. Охотники нам еще записочку дали для егеря местного, послание, мол, он мужик суровый, порядок в своем лесном хозяйстве блюдет строго, чтобы какого-нибудь недопонимания или конфликта не было, если с ним столкнетесь. Деревню мы нашли без труда, от нее и зашагали в тайгу, к реке поставили там палатку. Деревенька виднелась совсем рядом, можно было различить небольшие домики и баньки, которые стояли словно игрушечные в низинке между двух холмов, густо поросшими елями до сосны. А целый день мы с другом рыбачили, клев был отличный, и на вечерней зорьке в котелке на костре у нас уже варилось ухо. Время близилось к вечеру, как вдруг из-за ближайших кустов к нашему костру вышел человек. Мы с другом сразу смекнули, кто к нам пожаловал. Мужик-здоровяк был, конечно, на вид ростом под 1,90 м. Лицо красивое, хоть и не молодое уже, волосы и борода с проседью, про таких говорят породистый. Плащ на нем брезентовый, сапоги кирзовые, фуражка с кокардой. Эй, егерь тот самый, о котором охотники говорили. Суровый мужик проверил наши документы, оглядел зорким взглядом вещи и уже собрался был уходить, но тут мой дружок протянул ему послание от охотников. Прочитав его, егерь сразу как-то повеселел, подобрел, улыбка озарила его хмурое до того лицо. Сказал, что, мол, увидел свет от костерка на берегу, вот решил пойти разузнать, кто это огонь развел на берегу реки. Уж не обижайтесь, служба такая людей плохих развелось в последнее время, и егерь тяжело вздохнул. Егерь нам очень понравился, простой деревенский мужик, и мы пригласили его к своему костру. В котелке уже давно кипело ухо из пойманной рыбки, которая обещала быть наваристой и вкусной, да и чайник тоже закипал. «Отужинайте с нами», — предложили мы егерю, и он с удовольствием принял наше предложение. «Спасибо, не откажусь. Целый день тайгу топтал, устал, ноги гудят. Их в баньку бы сейчас, а чего не домой». И мой друг кивнул в сторону деревеньки. «Да нет, ребятушки, моя деревня в число километрах отсюда, за рекой. Не дайте мне уже сегодня, так что с вами отдохну. Василий», и он протянул нам по очереди руку для приветствия. Можно на «ты», без реверансов. Мы тоже представились в ответ. Как ни странно, Василий оказался интересным собеседником. Несмотря на его грозный вид, он был добрым и отзывчивым человеком, хорошо понимающим и знающим жизнь. «Василий, расскажи нам что-нибудь из своей жизни. С тобой за долгую жизнь наверняка много чего случалось», — попросил его мой товарищ. «Ночи сейчас длинные, да и мы особо никуда не спешим. Поговорить — это, ребята, я люблю только вот поговорить-то в нашей глуши не с кем. Но раз просите, тогда слушайте», — согласился Василий Гульев. «Прямо вам интересно. Расскажу я вам одну историю, только вот поверите вы мне или нет, даже не знаю, но дело ваше. Я ведь по рождению городской, как и вы, хотя поверить в это сложно. У меня ведь даже образование высшее имеется, и жизнь свою я собирался прожить совсем не так, но не подумайте, я ни о чем не жалею ни секунды. А получилось, что после окончания института угораздило меня влюбиться. Да так, что не жить, не дышать без нее не мог, и она меня тоже полюбила. Да вот только загвоздка была в том, что любимая моя была замужем, и не просто замужем, а за чиновником очень крупного масштаба для нашей области. А он, к тому же,
еще и человеком, был злобным и мстительным. И решили мы с любимой моей сбежать из города куда-нибудь подальше, в чем были, как говорится, в том и ушли. От сильного удара тупым предметом по голове Люба потеряла сознание. Когда очнулась, был уже вечер, и она лежала в тайге, но не могла понять, где именно. Руки и ноги были связаны за спиной, а рот был заткнут тряпкой, не позволяющей кричать или двигаться. Человек в таком состоянии не сможет долго протянуть, так как гнусные и дикие животные быстро сделают свое дело, однако. Вместо того, чтобы атаковать Любу, волк начал грызть веревки на ее запястьях. Люба вспомнила о волчонке, которому она когда-то помогла, и поняла, что это он пришел на помощь. Когда волк освободил Любу, она смогла обнять его и заплакала. После этого волк скрылся в тайге, а Люба вернулась в деревню и рассказала о случившемся. Однако следствие было закрыто, так как тело злодея было найдено в тайге охотниками. После смерти злодея Люба стала официально вдовой, и они смогли оформить свои отношения. Они купили дом в деревне, где Люба родила 3 сыновей.